Камин Микула Селянинович и Вольга – одно из уникальных произведений Михаила Врубеля. Над рисунком облицовки печи художник начал работать в 1898 году. Форма камина напоминает фасад сказочного дома с замысловатым фронтоном. Каждый фрагмент облицовки выполнен индивидуально. Техника поливных изразцов сложная и дорогая. Изразцы обычно делают небольшого размера. У Михаила Александровича была возможность использовать крупные фигурные куски майолики. Подобно мозаике он сложил их в картину. Линии соединительных швов гармонично совпадали с линиями рисунков, но поскольку фрагменты были крупными, по сырой глине мастер нанес дополнительные борозды, имитирующие швы. Для сюжета Врубель выбрал известный русский эпос новгородского цикла о двух богатырях – былину Вольга и Микула Селянинович. В ней описывается встреча могучего русского пахаря Микулы. На камине мы видим его слева. Варяг, воин Вольга, изображен справа. Он настолько могуч и силен, что едва умещается в пространстве камина. Шлем его срезан правой аркой, лицо вплетено в орнамент и выглядит частью узора. Существовало 4 варианта камина. Они отличаются цветом, некоторыми расхождениями в деталях рисунка. Первый экземпляр камина экспонировался на Всемирной выставке в Париже в 1900 году и завоевал золотую медаль. К сожалению, местонахождение его неизвестно. Вариант из собрания Третьяковской галереи до 1965 года находился в одном из московских домов. Камин долгое время использовали по прямому назначению, то есть его топили.